I hate bike lanes. Всем привет. Привет, парни. Здорово. Спасибо, что нашли время прийти к нам сегодня. Я полагаю, что данное интервью будут смотреть не только российская аудитория, поэтому, с вашего позволения, мы представимся. Мы Mosgru Bike Team, команда из 6 велосипедистов, которую поддерживает веломагазин Mosgru Bike и бренд Чинели. Приятно познакомиться, Терри, Тони, Саша. Могли представиться, сказать пару слов о себе? Меня зовут Тони, я легендарный гонщик. Катаю очень быстро. Очень быстро. Живу в Нью-Йорке, родом из Доминиканы. Красава! Меня зовут Терри Бернсон. Я снимаю велосипедные видео и размещаю их на YouTube и других сайтах. На жизнь зарабатываю съемкой коммерческих и документальных роликов. Живу в Нью-Йорке, родился в Калифорнии. Вот так. Бум. Рад оказаться здесь. Привет всем, я Краша. Родился в Челябинске. Это как Гэри, Индиана, только в России. Там еще упал метеорит. Живу в Нью-Йорке 17 лет, катаю на велосипеде, читаю рэп и вот это вот все нью-йоркское. Так что живу и рад быть здесь. О, спасибо, ребят. Следующий вопрос. А как вы познакомились? Как вы начали катать вместе? Кто начнет? Я познакомился с парнями через велокомьюнити Нью-Йорка, заметил, как они гоняются, плюс у нас было пару общих знакомых, которые нас объединяют, любовь к катанию. Они участвовали в уличных гонках, мы постоянно пересекались. Я сделал сумасшедшее видео с Крошей, можно найти Hotline Краша. Посмотрите, он там кричит на русско-английском сленге. Это очень смешно, зацените обязательно. Тони я снимал на последнем монстр-треке. Да, вокруг него было много хайпа, что это был главный претендент на победу. Но полиция Нью-Йорка была на то свое мнение, они зажали его на мосту. И несмотря на то, что он лидировал, ему не удалось выиграть. Это было, конечно, дико. Сашу встретил взрывающий трафик где-то, наверное, года 2 назад. Не, раньше, где-то 5-6 лет назад, да. Он гонял без шлема на своей Чинели Хистограм, и прямо на моих глазах он дорос до одного из самых скилловых нью-йоркских райдеров. Это очень круто. А как вы знаете, я же сразу скрежусь самыми топовыми райдерами в городе. И вот я здесь. Ребят, расскажите о своем первом фиксе, первом велосипеде. Мой первый фикс я купил на eBay, потому что стал замечать в Нью-Йорке людей, катающихся на велосипеде без тормозов. К этому моменту я уже работал курьером на сингле. Купил комплит Van Diesel с рейзером и критовой передачей 48/15. И я прокатал на нем достаточно долго, и потом пересел на другой. Но Van Diesel стал для меня тем первым велосипедом, тем самым без тормозов. Мой первый фикс был... Швин Дакроун, который я купил, находясь под впечатлением от первого видео Мэш, которое мне прислали мои знакомые.
на которых оно также сильно повлияло. Тогда жил в Сан-Франциско, не понимал, что вообще происходит. Меня скорее зацепило то, как видео было снято, чем сами велосипеды. И все это напоминало мне скейтбординг. Я не мог понять, что это и где они катают. Фикс показался мне достаточно дешевым, я его чуть-чуть кастомизировал. И вот так вот. Я купил свой первый фикс в 2011 году, да, чтобы добираться до колледжа. В то время я увлекался скейтбордингом. Я посмотрел Мэш СФ и Макафраму 7-го года. И мне как скейтеру очень понравилось. Езда без тормозов и вот это все остальное. Я купил стальной Specialized Langster и сразу начал кататься без тормозов. Следующий вопрос, который, полагаю, интересует, наверное, всех. Как вы решили приехать в Россию? Не самое же популярное туристическое направление. Как вы додумались до этого? Это же очень тяжело с визой все делать и так далее. Краша помог нам. В принципе, благодаря нему мы здесь. И одну из причин ты уже как раз назвала, сказав, что это не самое популярное туристическое направление. Учитывая историю взаимоотношений наших стран и то, как в СМИ изображена Россия, я хотел воочию увидеть собственными глазами, что здесь происходит. И то, что я увидел, это кардинально отличается. Совершенно другая история. Россия — это красивая страна с добрыми людьми. И велосипедная тусовка здесь просто сумасшедшая. Да, реально сумасшедшая. Я мечтал оказаться в Москве с того самого момента, как я впервые поиграл в Тони Хоука Underground. Там был уровень про Москву. Поэтому я представлял, как я рассекаю по городу, и вот я тут, вокруг фиксы, доставляет холмы. Как бы, извини, Питер. Мне нравится Петербург. Мне тоже. С момента нашего знакомства ребята объездили полмира. Я знаком с множеством людей в Нью-Йорке и в Штатах из велотусовки. И я понял, что никто никогда не был в России вообще. Кто-то из Европы приезжал в Россию, но никого из США. А эти парни были готовы поехать, они всегда готовы, как пионеры. Некоторое время заняло планирование, конечно же, составление графика. Терри был супер занят. Он практически зафейлился с получением визы. За 3 дня до вылета он только вернулся из Японии, а до этого было еще где-то на протяжении месяца. И идея заключалась в том, чтобы приехать сюда и рассказать, чем мы там занимаемся людям в Питере и в Москве. Попытаться наладить связь, и, возможно, что-то из этого получилось бы. Мы могли бы, да, что-то сделать вместе. Вы не подозревали, что в России вообще происходит в плане велодвижения? Вы что-то слышали? Я был не особо в курсе, что здесь происходит на моем YouTube-канале. Постоянно были комментарии на кириллице. Если посмотреть аналитику, то оказывается очень много просмотров из России. Я подумал, откуда эти ребята, что происходит? Что? Потом я понял, что, наверное, это из-за старого видео с Крушей. Они посмотрели его, и им понравилось. Поэтому уже мы начали обсуждать поездку, как и что делать. Краша познакомил меня с Максимом из Секта, и я зашел в его Инстаграм и канал на Ютубе, и начал следить, да, за этим, за Инстаграмом и за всем в общем. А теперь 2 серьезных вопроса. Вы знаете русских рэперов каких-нибудь? Я знаю Скриптонита. Он мой братишка, да. Да ладно, я шучу. Я его не знаю. С музыкой знаком, не знаю.
Клип у него классный, но он же не русский. А сегодня мы увидели Слима. Правда, я вообще о нем ничего не знаю. Просто ничего. Кто это, что это? Вообще. Big Big Tape, да. Мне нравится хип-хоп. На русском он звучит просто безумно. По-гангстерски. Следующий вопрос. Какое российское изобретение вы считаете величайшим? Автомат Калашникова или приложение TikTok? ТикТок? Серьезно? Не знал, что его придумали в России. Я пробовал им пользоваться, но мне кажется, не знаю, я слишком стар для него, что ли. У меня есть кастомная цепь, правда, сейчас ее на мне нету. Я купил в Нью-Йорке, на ней есть автомат Калашникова. Вообще мне оружие не очень, но калаш мне нравится. Это произведение искусства. Его используют и банды, и военные. У него большая история достаточно. Это круто. О, мне тоже надо отвечать? Если выбирать из этих двух, то определенно калаш. Калаш, да. Это наша гордость. Хотелось бы, чтобы мы что-то еще делали. Например, тостеры или телевизоры. Что-то обычное. Но и этих двух, конечно же, хватает. АК-47, да. Может быть, Ксюша что-то хочет задать еще? Да, я хочу задать вопрос по Fixed Gear теме. В чем, по-вашему, отличие между фикс-тусовками в США и России? В чем вы наблюдаете сходство, или различия? Я, конечно, сам из Челябинска, из России. Но в Нью-Йорке велокультура существует многие годы. Лет 30-40, наверное, да. А в России ничего такого не было. И отсутствие такой культуры, как в Нью-Йорке, невозможно компенсировать, поскольку это живой элемент. Многие годы люди работают, растят детей, все это неразрывно связано с велосипедом. В России такого никогда не было. Здесь это что-то очень новое. Российская велокультура только начинает расти, и она должна пройти собственную эволюцию и выработать свой собственный характер. В этом, мне кажется, самое большое различие. В то же время в России просто невероятный потенциал, огромный и, конечно же, талант. Это все вот это свое, без оглядки на других, ни на Европу, ни на Штаты. В России свой стиль, но для его развития нужно время. Может быть, даже сменится несколько поколений, чтобы выработать его. Так что к этому просто нужно прийти постепенно, и будет все очень круто. Fixed Gear культура произошла от велокурьеров, которые в 70-х покупали трековые велосипеды из-за их простоты и надежности. Они никогда не ломались. Так они стали лучшим вариантом рабочей лошадки. Раньше курьеры много зарабатывали. В принципе, это и сейчас возможно. Спорт очень сильно развивается. Мы были в Крылатском велодроме, который просто поразил меня. Это настоящее произведение искусства. На нем занимаются много ребят. В Нью-Йорке вообще такого не встретишь. Если говорить про улицу, то мало кто катается на трековых велосипедах, потому что без тормозов это просто запрещено. Это не для каждого. В Нью-Йорке, по сути, тоже не очень много таких людей. Он же узкий, как бы небольшой. В России есть таланты, ребята. Вы очень быстрые. Пока что я видел только групповое мероприятие в Санкт-Петербурге, и энергетика была очень вдохновляющая. Всем не терпелось скорее начать гонку.
зарубиться. Это напомнило мне о прошлом, потому что комьюнити не только в Нью-Йорке, где я живу всего 4 года. Комьюнити переживает взлеты и падения. Кто-то перестает кататься, а потом снова все набирает обороты. Сейчас ситуация, в принципе, неплохая, но тут просто на пике. Тусовка не очень большая, но у нее есть запал. Завтра мы узнаем, какой настрой в Москве. Думаю, людям еще нужно время, чтобы, катаясь по улице, научиться дышать и жить вместе с таким городом, как Москва, с ее машинами, с ее огромными улицами, пешеходами. Порой кажется, что мы плевать хотели на машины и на прохожих, но все дело просто в другой обстановке. Она немного другая. Терри, вы говорите о взлетах и падениях. У нас шутят, что Fixed Gear мертв. И все пересаживаются на шоссейники. Никто больше не покупает фиксы. У вас такая же ситуация? Или по-другому все? Лично я себя не воспринимаю как фиксера. Мне просто нравится кататься на велосипеде. Так что мне нравятся любые велосипеды, и я не вижу ничего плохого, если кто-то начинает с фикса, а потом узнает уже о другом велосипеде и пересаживается на него с тормозами. Например, горный велосипед, кроссовый или гравийник. Думаю, что плохих велосипедов просто не бывает. Можно ли сказать, что численность комьюнити уменьшается? В Нью-Йорке оно всегда было немногочисленным, оно и не должно было становиться большим. Насколько немногочисленным? Я бы сказал несколько тысяч, но в Нью-Йорке все разделены на мелкие сообщества в рамках большого комьюнити. Мы не такие сплоченные, как люди здесь. В Нью-Йорке не проводятся еженедельные групповые выезды, как тут. В Нью-Йорке много отдельно групп. Как Blood and Grips? Не такого рода. Просто они держатся вместе. Например, Track or Die. Представьте, когда люди живут на разных концах города, например, на севере, на юге Москвы, в Нью-Йорке это может быть Гарлем и Нижний Бруклин. И эти люди вообще не пересекаются. Просто никак. Так что зависит от местоположения или работы, когда люди работают, тусуются вместе, хотя живут в разных местах. В итоге все объединяются в маленькие группы. А если говорить о велокультуре в Нью-Йорке, то ее развивает от силы человек 10, наверное, да, 10. Тех, кто активно устраивает именно мероприятия. Не за деньги, просто так. Вряд ли наберется больше 10 человек. Участников, конечно, много, но тех, кто из года в год прилагает усилия, можно по пальцам пересчитать. Если кто-то говорит, что Fixed Gear мертв, то вы сами мертвы. Раз вы так говорите, значит, вы сами так считаете. А пока я жив, для меня и Фикс будет тоже жив. Это мое мнение. Ребят, мой вопрос личный. Вы бреете ноги? Не, ноги как у гориллы. Я как-то думал об этом, но в итоге не стал. А докуда брить-то? Где нужно остановиться? Откуда ноги растут? Ну, вообще до одежды. Ребят, у нас с вами по-разному растут волосы. Я волосат с головы до пят, это просто бессмысленно. Я вот не знаю, докуда брить, короче. Но это нормально, я тоже, в принципе, не брею.
Если побрить, то будешь быстрее. На 0,5%. Ребят, вопрос о велосипедных полосах. Что вы о них думаете? Несколько лет назад власти начали размечать дорожки по всей Москве. Что-то я ни одной не видел. Но они только начали. А где их найти-то можно-то вообще? Вообще мы их ненавидим. Потому что по дороге ехать проще. А вы что думаете? Я думаю, что велополосы это хорошо, поскольку они позволяют создать комфортную среду для тех, кто не ездит на велосипеде постоянно. Также, для тех, кто только начал кататься. Но не для опытных велосипедистов. Это я тоже понимаю. В Нью-Йорке происходит то же самое, однако полосы превращаются в парковки и зоны разгрузки. Но ведь где-то им надо разгружаться. Я понимаю. Если просто разместить велополосу, вставать на ней они не перестанут. Самих по себе полос недостаточно. Надо делать и что-то еще. Возникает ложное ощущение безопасности. Вроде ты в безопасности, если ты первый день на велосипеде такой едешь, что тебе кажется, что можно расслабиться. На самом деле не так. Велосипеды – это часть транспортного потока. Велодорожки не отделить от машин вообще никак. Для этого их нужно просто переносить или ставить какую-то стену. Еще есть такая проблема, что когда велополоса находится на левой стороне дороги, как это в Нью-Йорке, и ты едешь прямо, а машина собирается повернуть налево, то водителю в голову не приходит, что слева от него идет полноценная полоса. Если бы водители относились к ней как к автомобильной полосе, то никто бы не стал бы резко поворачивать. Они бы боялись, что там может быть машина, но сейчас они думают, что едут по крайней полосе, а велодорожки там и на самом деле нет. Я ненавижу велополосы. Они опасны. Они создают ложное ощущение безопасности. В Нью-Йорке для них нет места. Из-за них увеличился полицейский контроль. Если есть дорожка, то можно ехать только по ней, иначе тебя штрафуют. Это просто глупо. Эти дорожки не работают. Водители начинают себя вести более агрессивно по отношению к велосипедистам. В России другая ситуация. Тут высшее ограничение скорости. Тут несколько опаснее. А как вам автомобильное движение в Москве и США? Тут очень агрессивные водители. Как в Квинсе, клянусь. Здесь куда ни поедешь, везде как в Квинсе. Серьезно. Везде. В Квинсе дороги шире, а скорость выше. Слишком высокое ограничение скорости. Мне кажется, водители в России не привыкли к велосипедистам на дороге. А в Нью-Йорке велосипедисты постоянно попадаются на глаза. Их просто тысячи. И полминуты не пройдет, чтобы не увидеть велосипедиста. Серьезно, их очень много. Я это хотел сказать, да. Разница между США и Россией в установке. С ростом числа велосипедистов осознание их присутствия на дороге будет меняться. Полностью согласна, ребят. Следующий вопрос. Терри, во сколько раз вы ускоряете видео? Ускоряю? Мы вам не верим. Да, правда. Мы правда быстро ездим. Реально быстро. Правда не ускоряете? Не. На 2,5%. Я могу вам показать необработанные файлы. В Нью-Йорке все кажется быстрее, поскольку улицы уже, некоторые проспекты Нью-Йорка не шире тротуара в Москве. Например, тротуар на Садовом кольце по ширине как Нью-Йоркский,
проспект. А на Манхэттене еще высокие здания есть, и одностороннее движение, и все воспринимается иначе, быстрее. В открытом пространстве все воспринимается по-другому, кардинально. И постоянно что-то происходит. Жизнь в городе кипит, то люди идут, мусор падает, голуби летят. Когда я делаю короткие видео на минуту с энергичным саундтреком, то могу ускорить самый конец. Но длинные видео я никогда не ускоряю. Такая фишка для перехода к следующему ролику. Но только не Hotline, да, только не Hotline. Можете назвать топ-3 фиксеров? Тони, Краша и еще раз Тони, да. Я много снимал с моим другом по имени Купер. Многим нравится, кому-то не очень. У каждого есть свои индивидуальные качества, и мне кажется, что один из наиболее техничных райдеров в Нью-Йорке из тех, кто ездит по нью-йоркскому трафику. Реально. Дальше Джефф Бест из Сан-Франциско. Он просто сумасшедший, настоящий дикарь. Он ездит на трековом велосипеде по асфальту, по гравию, просто везде. Ему все равно. Если говорить о тех, кто повлиял на меня, то не считая ребят, это, наверное, Массан. Доминиканец Крис и Дафна Купер. Эти люди, которые вдохновили меня, однако есть много других людей, которые их уважаешь. Те, кто стоял у истоков в начале, и те, кто уже не гоняются. Например, Грег Угалде, который рисует почти все постеры гонкам. Он не участвует в гонках, но его стиль, его образ жизни, он, кстати, в прошлом месяце переехал в Германию. Такие люди, как Сквид, которые раньше катались и вытворяли невероятные вещи. Таких людей много. Лукас Брюнель, мой OG. Это сложный вопрос. Крис, доминиканец, да. Мы оба доминиканцы. И, не знаю, я есть мой любимый велосипедист. В России есть хорошая традиция. Мы бы хотели подарить вам небольшие презенты, если вы не против, конечно же. У нас есть для вас подарки, да. Конечно, да. Вы подготовили что для нас? Да, у меня нет коричневого мешка. Их 3. Это для тебя. Спасибо, что пришел. Это тебе. Мы заметили, тебе нравится русская кухня. И там есть то, что ты любишь. Там есть шпроты? Шпроты там есть? Есть шпроты? Именно то, что он хотел. У меня есть... Все, что у меня есть, это стикеры. Это патч FGM. Офигеть! О, круто. У меня есть, ребят, кое-что для вас. Здесь написано слово hotline на русском. Серьезно? Оу! Very rare. Мне нужно будет... Да вы скоро увидите новый hotline stuff. Я принес немного стикеров.
Никто не хочет их. Отлично, парни. Я думаю, на этом все. Спасибо, что пришли. Да, это все. Огромное спасибо, что пришли. Спасибо за приглашение. Были очень рады видеть вас.